Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Алексей Шамин, я управляющий партнер агентства видеорекламы VideoZS. И в этом ролике я отвечу на самый популярный вопрос клиентов – сколько стоит видеоролик? И расскажу, как строится ценообразование на рынке видеопроизводства. Создание видеороликов бывает двух видов. Живая съемка с камерами и прочей техникой, как этот ролик, и компьютерная графика и анимация. Наша студия видеороликов специализируется на создании анимационных видео для новых продуктов и имиджевых фильмов для бизнеса. Сюда же входит инфографика, motion дизайн, 3D-визуализация, дудл-видеоролики, поэтому речь пойдет о ценообразовании в этом сегменте. Оговорюсь, я расскажу не о том, как мы выставляем цены, а про ценообразование на рынке в принципе. Год назад мы проанализировали более 300 компаний в сегменте компьютерной графики и анимации и увидели определенные закономерности. Стоимость услуг создания видеороликов и инфографики чаще всего зависит от трех следующих факторов. Первое – хронометраж. Чем длиннее ролик, тем он дороже. Второе – сложность проекта, качество графики и анимации, уровень детализации и реалистичности. Чем сложнее ролик, его стиль и дизайн, тем более профессиональных специалистов нужно привлечь, и тем дороже стоит их работа. И третье – сроки. Обычно у компании есть стандартные сроки с определенной ценой, а если клиенту нужно быстрее, стоимость увеличивается. В каждом проекте есть индивидуальные нюансы, но в итоге стоимость все равно зависит от этих трех пунктов. Встает вопрос, если с хронометражом и сроками более-менее понятно, то как оценить качество анимационного видеоролика? Это слишком широкая тема, поэтому я рассмотрю ее в отдельном видео. Сейчас скажу одно. Есть определенные стили видео, и каждый стоит своих денег. Чтобы правильно оценить качество анимационного видео, есть такое понятие «насмотренность». Когда вы пересмотрите 100, 200, 1000 видеороликов, вы научитесь понимать, где сделано качественно, а где нет. Поэтому часто камень преткновения в ценообразовании на нашем рынке лежит именно в том, как та или иная компания оценивает сложность разработки будущего видеоролика. Что еще влияет на стоимость создания видео? Первое – содержание проекта. Это ответ на вопрос, что будет показываться в видео. Например, рисовать или моделировать хлеб и военную технику – разные вещи. Объекты, которые сложнее в отрисовке, моделировании и анимации, стоят дороже. Количество языковых версий ролика. Речь идет о полноценной адаптации на новый язык, а не просто о дикторской озвучке. Если менять язык с русского, скажем, на китайский, помимо озвучки меняются надписи. Из-за другой длины слов диктора смещается тайминг, из-за этого двигается анимация, редактируется звуковое оформление и так далее. Этот комплекс работ, само собой, дополнительная стоимость. Масштаб цели видеоролика. Чем выше вы ставите цель, которую планируете достичь при запуске рекламного ролика в ротацию, тем больше придется приложить усилий. Это отражается на всех процессах производства видеоролика, начиная от создания идеи сценария, заканчивая качеством звукового сопровождения. Каналы распространения. То, где вы будете использовать видеоролик, прямым образом отражается на стоимости. Так, например, при запуске рекламного ролика в ротацию на ТВ подрядчик всегда проходит множество согласований с юристами и техническими специалистами телеканала. Ролик меняется до 10-12 раз, начиная от формата, заканчивая добавлением субтитров. Наконец, формат и технические требования. Этот пункт связан с предыдущим. Если вы размещаете видео, например, на форуме, вам с высокой долей вероятности понадобится не стандартное разрешение Full HD, а 4К или выше. Соответственно, нужно с самого начала разрабатывать видео в данном разрешении, а это дополнительная сложность как для специалистов, так и для машинного оборудования, на котором происходит рендеринг, то есть просчет и обработка проекта. Что еще может повлиять на стоимость? Например, если вам нужны исходные материалы проекта, как правило, подрядчик попросит за них денег. Бывает, что исходники стоят почти как сам проект. Существует установленное количество правок, стандартные 2-4 итерации на каждом этапе работы. Если вы заранее знаете, что будете менять каждую деталь, пока вам все не понравится, будьте готовы доплачивать. Следующий момент – добавление дополнительных материалов, видеофутажей или определенных 3D-моделей. Оплачивается отдельно, так как их покупают на сторонних стоках. Если у вас есть свои 3D-модели, от их качества и возможности использования тоже зависит стоимость. Что в итоге? Есть три основных фактора, но при этом существует множество дополнительных пунктов, влияющих на стоимость видеоролика. Как все учесть и получить от исполнителя смету? В первую очередь, точно заполнить техническое задание и отдать подрядчику на просчет. Чем четче вы опишете проект, тем точнее определите цену рекламного ролика. На самом деле даже фирменный стиль влияет на стоимость. Если дизайн бренда заточен под премиум-сегмент, его нужно соблюсти и в ролике. Поэтому еще раз, заполнять техническое задание важно.
Что это такое, где взять и как правильно ответить на вопросы, смотрите в других наших видео на канале. Помните, что чем сложнее задача, тем больше вы встретите разброс цен. Почему? Потому что возрастает количество факторов, влияющих на трудозатраты исполнителя. Поэтому одни студии видеопроизводства оценивают реальную стоимость задачи, другие называют комфортную цену. Они знают, что, возможно, проект будет выполнен легче, быстрее и принесет хорошую прибыль, а возможно, на практике все окажется сложнее и трудозатраты возрастут, не принося компании прибыли. Это особенность рынка интеллектуального труда с высокой добавленной стоимостью, коим является рынок видеопроизводства. Чтобы у вас появилось хотя бы примерное понимание цен создания анимационного видео под ключ, скажу, что по всем нашим подсчетам после анализа 300 компаний мы вывели следующие цифры. Средние цены по рынку за минуту 2D графики в пределах 120 тысяч рублей, средние цены по рынку за минуту 3D графики 200-250 тысяч рублей. 3D графика по большей части стоит дороже, так как в производстве она сложнее. Наша компания опирается на реальную стоимость задачи и осознанно держит цены примерно на 20% ниже рынка. В итоге клиент получает очень хороший по качеству продукт за адекватные деньги. У нас несколько пакетов услуг, каждый из них имеет свою стоимость и примеры работ. Запросите прайс на сайте, мы вам все покажем, расскажем и подробно проконсультируем. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете относительно ценообразования на этом рынке. Согласны вы с нами, не согласны? Мне будет очень интересно узнать вашу точку зрения. Подписывайтесь на наш канал, паблик ВКонтакте, а если хотите консультацию, оставляйте заявку на сайте, ссылка будет в описании, и мы подробно расскажем, сколько стоит ваш будущий видеоролик. Удачи!